Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня у нас с вами летний, бодрящий и немного неожиданный рецепт – окрошка с темным пивом. Интересно звучит? Поверьте, на вкус она еще интереснее. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Нам понадобится около 500-600 граммов нежирной говядины, которую предварительно необходимо отварить. Поэтому перекладываем ее в кастрюлю. Сюда же добавляем небольшую морковь и немного репчатого лука, а также специи. У меня это сегодня пара лавровых листочков, душистый черный перец горошком, зерна кориандра, тмин и пара бутонов гвоздики. Чтобы мясо получилось не только ароматным, но и сочным, заливаем мясо не холодной водой, а крутым кипятком. Не забывайте добавить в кастрюлю соль по вкусу, а то я чуть не забыла. И варим говядину на минимальном уровне нагрева до полной готовности. Затем прямо в бульоне оставляем до полного остывания. Остывшее мясо нарезаем кубиком. Слишком мелко не нужно, пусть мясо чувствуется в каждой ложке. Нарезанное мясо выкладываем в емкость, в которой будем собирать окрошку. Теперь 4-5 куриных яйца, которые предварительно необходимо отварить вкрутую, охладить и очистить. Яйца также нарезаем средним кубиком, аккуратными кусочками, стараясь не превратить их в пюре. Яйца отправляем в общую емкость. Картофель – еще один герой нашего романа. Его нам понадобится около 200-300 граммов. Картофель также необходимо предварительно отварить, остудить и очистить, а затем нарезать не очень крупными кубиками, чтобы он добавлял окрошке мягкости и плотности, но не доминировал. Картофель также отправляется в общую емкость. Еще один важный ингредиент – 200-250 граммов свежих, хрустящих и сочных огурцов. Вот их нужно нарезать тонкой соломкой. Так они лучше отдадут окрошке свой вкус и аромат. Можно их даже натереть на крупной терке. Важный момент. Перед тем, как нарезать огурцы, обязательно попробуйте их. Если они горчат, то огурцы предварительно необходимо очистить от кожуры. Перекладываем огурцы в общую емкость. И берем секретный ингредиент – 150-200 граммов копченых свиных ушей. Да-да, это не шутка. Именно они придадут окрошке не только необычный копченый вкус, но и характерную текстуру. Уши нарезаем тонкой, не очень длинной соломкой, примерно так же, как и огурцы. Копченые уши тоже отправляем в общую емкость. Обязательный ингредиент любой окрошки – свежая зелень, которую необходимо мелко нарезать. Я сегодня использую только укроп и зеленый лук, но можно также добавить и петрушку. Зелени я беру достаточно много, примерно по 40 грамм и того, и другого. Отправляем нарезанную зелень в общую емкость. На этом этапе можно добавить в блюдо немного соли, ориентируйтесь на свой вкус, и черного молотого перца, но это уже по желанию. Аккуратно, чтобы ингредиенты не помялись, перемешиваем содержимое этой емкости. Если вы не планируете подавать окрошку сразу, то в таком формате ее можно хранить в холодильнике 1, максимум 2 дня. Я же буду подавать окрошку сразу. Уже перед подачей, когда основа окрошки разложена по порционным тарелкам, в каждую порцию добавляем по вкусу горчицу. Очень аккуратно перемешиваем горчицу в тарелке с остальными ингредиентами, чтобы потом она не плавала в окрошке плотными сгустками. И финальный штрих. Вместо традиционного кваса мы будем использовать темное пиво. Если есть копченое, это будет вообще идеальный вариант. Но подойдет и любое другое темное. Главное, чтобы его вкус вам нравился. Заливаем порционную окрошку холодным, прямо из холодильника, насыщенным с карамельными нотками пивом, с пенкой, как положено. Добавляем хорошую ложку густой сметаны. Кстати, сметану рекомендую не жалеть. Она хорошо нивелирует горечь пива. Украшаем все это веточкой свежей зелени и наслаждаемся освежающей, сытной, вкусной и ароматной окрошкой, которая приятно удивит даже тех, кто к ней скептически относится. Ведь окрошка с пивом, несмотря на достаточно странный внешний вид и состав ингредиентов, это легкость, свежесть, хруст и аромат копчености и зелени. Она одновременно освежающая и сытная,
с глубоким вкусом и чуть горьковатым послевкусием. При этом готовится она максимально просто, а в результате получается очень необычное и запоминающееся блюдо, которое в летнюю жару может стать настоящим спасением. Особенно, если рядом близкие и друзья, хорошее настроение, смех и пара часов беспечного вечернего отдыха на веранде или на природе. Попробуйте приготовить такую окрошку, и вы обязательно удивите своих родных и близких. Приятного аппетита и до новых встреч!